В этом видео я поведаю вам рассказ о споре с невероятной историей, который имел неожиданные повороты и последствия. С одной стороны, этот спор выигран, с другой стороны, этот спор проигран. Всем привет! Началось все с того, что в один день на YouTube мне в личку написала одна из моих подписчиц. Назову ее условно Инна Старина из города Омск, живущая на улице Тютчева. Она попросила вести за нее спор и вернуть деньги. Спор казался очень простым, так как речь шла всего лишь о том, что посылка не дошла до адресата с AliExpress. Я получил логин и пароль от ее аккаунта. В переписке Инны с продавцом я увидел, что продавец просил ее подождать, а если посылка не придет, тогда вернет деньги или вышлет новую. И это казалось обычной ситуацией, учитывая, что не один раз я с ней уже сталкивался. Подождав несколько дней, у Инны кончилось терпение, и она написала мне. Я же решил продолжить общение с продавцом от имени Инны. Я написал, что жду посылку уже давно, что срок защиты уже истекает, и не говоря уже о сроке, за который продавец обещал доставить изначально посылку, и что я собираюсь открыть спор. Продавец проигнорировал мое сообщение, и через 2 дня я принял решение открыть спор. Захожу на страницу «Мои заказы», нажимаю «Открыть спор» и еще раз «Открыть спор». Получили ли товар? Нет. И дальше заполняю поля вплоть до полного возмещения. В описании к спору пишу, что мне очень жаль, я расстроен, посылки все еще нет, и что это плохой продавец не идет на контакт. В общем, я вынужден открыть спор, исчерпав все свое терпение. К спору я не прикладываю никаких доказательств, так как при необходимости служба AliExpress сама может увидеть движение посылки. Нажимаю «Отправить», создав тем самым спор. У продавца есть 5 дней, чтобы ответить на спор. И как я говорил в моем предыдущем видео, если продавец не отвечает на спор, это хорошо. Спор автоматически закроется в вашу пользу. Если я с продавцом не придем к общему решению, то в спор вмешается служба AliExpress. На протяжении 4 дней продавец молчал, и создавалось впечатление, что он просто игнорит спор, что мне было просто на руку. Но когда до конца 5-дневного срока оставалось несколько часов, продавец принял решение: нет возврата и нет возмещения. Неприятная, конечно, ситуация, когда продавец упирается всеми рогами в очевидно проигрышном положении. Конечно, я отклоняю его предложение о нулевом возмещении. Обязательно это необходимо сделать, так как после вмешательства службы AliExpress может быть принято решение в пользу продавца, на основании того, что это было последним предложенным решением. Наконец наступает день, когда в спор должна вмешаться служба AliExpress. День начался, но служба все еще не выносит никакого решения. Такая отсрочка возникает из-за того, что время, которое показывается на сайте AliExpress, является тихоокеанским и отстает от нашего часового пояса на несколько часов. Я откладываю без сомнения выигранный спор и занимаюсь своими делами. На следующий день я захожу в аккаунт Инны, чтобы удостовериться, что спор закрыт. И действительно, спор закрыт, но в деталях спора я увидел, что покупатель принял решение продавца. Я, конечно, в ужасе, не понимаю, что произошло. Пишу Инне, чтобы узнать, как такое вообще могло произойти. Оказалось, что продавец позвонил ей по WhatsApp и предложил двойную компенсацию за посылку, если она закроет спор в пользу продавца.
Видимо, продавец был крайне убедительным. После этого я не стал вмешиваться в их отношения и перестал давать советы. Проходит 2 дня, Инна мне пишет, что продавец ее послал по-русски на 3 буквы и больше не отвечает, просит опять открыть спор. Решение по очередному открытию спора я сразу не стал принимать, но через 2 дня после ее уговоров я все-таки решил это сделать. Набираю логин и пароль в ее аккаунт, но войти не могу, так как появляется надпись о неправильном логине или пароле. Только я начал писать письмо Инне по поводу логина и пароля, как услышал звонок в дверь, открываю, а там участковый. Он мне говорит, что я вторгаюсь в частную жизнь, читаю личную переписку и т.д. и т.п. Сначала я не понял, в чем дело, и он мне рассказал подробности. Оказалось, что мамаша этой Инны, узнав, что ее совершеннолетняя дочь покупает товары с Алиэкспресс, и что ее там кинули, стала винить в этом меня. И написал заявление в полицию. Участковому же пришлось по закону отреагировать на заявление. В общем, дорогая Инна со своей чокнутой мамашей, идите вы в жопу. Друзья, учитесь на моих ошибках, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока.